Примерно так выглядят улицы нашего района после матча. После финала, празднования, точнее финала. О, обнаженка, берем. Да, Геля? Не берем, видимо. Такие прекрасные заведения здесь, в нашем районе. Такие узкие улочки. Точнее, улицы-то достаточно широкие, но для машин места мало. Тротуары зато сделаны не как в Питере. Вот в Питере там идешь, толкаешься, двум людям пройти негде, а здесь нормально. В общем, мы живем в центре, и здесь достаточно много симпатичных заведений. Вот, пожалуйста, бар, работающий с кучей народу. Здесь кто-то сидит на улице, и веранды открыты. Движуха, ездит куча машин. Когда мы сюда только переехали, неделю назад примерно, был выходной, и, соответственно, на улицах было супер, просто мега мало народу, не было вообще никакой движухи, и что вы думаете? Нам этот район абсолютно не понравился. А что произошло потом? А потом закончился матч, точнее в день матча здесь высыпало на улицу просто огромное количество людей. И мы увидели, какой движняк вообще бывает в этом районе. Что произошло потом? Начались будние дни, закончились выходные. Вот так здесь выглядит, кстати, подъезд, пожалуйста, прекрасный. Затем закончились выходные, начались будни, и стало еще больше народу. И, в принципе, сейчас мне кажется, что не так уж здесь и плохо. Даже есть такие вот небоскребы. Как тебе здесь вообще? Мне Бельграна больше понравилось. Да? Там очень спокойно, как-то все понятно. А здесь слишком, наверное, движово. Не знаю, может быть, я всю успокоюсь. Пока что мне очень нравится. Везде воняет мусором. И как-то напрягает то, что очень мало. Нет больших предпринимателей поблизости. Помню, в первый раз, когда мы здесь побывали, когда смотрели квартиру, тебе, наоборот, это место понравилось? Да, я сказала прикольно, но я даже не думала, что магазины станут такой большой проблемой. Магазин Ла Хуэрта. Вот все, что мы на что мы можем надеяться, это на Хуэрту. Стоит сказать, что в Буэнос-Айресе абсолютно вообще нисколько не привыкли пропускать пешеходов. Пропускать пешеходов... Пропускать здесь как будто не принято. Ну, не как будто, а здесь вообще не принято. Это люди пропускают здесь автомобили, а тебе, если ты пойдешь, несмотря на то, что ты идешь по переходу, тебе, скорее всего, посигналят. Так, выходим на главную улицу на этом районе. А вот там стоит полиция. Здесь много где вообще стоит полиция. Они в синих жилетах, их легко узнать. Вот такие прекрасные здесь афиши. Также здесь Татьяна рекламируется. Сиело. Вот здесь в рекламе написано, что кондиционер, климатизатор. Улицы потихоньку пустеют, потому что это микроцентр. Это район больше офисный, чем туристический. И вот когда мы проходим эти баки с мусором, непередаваемый запах, конечно, стоит. Вот такие бабушки здесь гуляют на стиле. Такие вот прекрасные лавочки. Можно просто сесть и посидеть. Они какие, бетонные? Да. О, вау, это бетонные, смотрите. А я думал, они мягкие. Сейчас мы идем по вечернему городу. В сторону чего? В сторону Пуэрто-Мадуро. Вот такие чуваки здесь просто лежат и спят в центре. По соседству с сильно красиво выглядящими зданиями. Вот типа того, светящегося. Вот этот чувак расклеивает, Татьяна. Вот так, мы его спалили, Гель. Дадим ему, Чем тут? О, слушай, он слышал, обернулся. Вот это что-то типа местного гума, сума.
что, идем дальше? Местное такси дешевле, чем Uber, либо Cabify здесь еще. Если брать по счетчику, обычно в 1,5-2 раза дешевле. Продолжается вечерняя прогулка по Буэнос-Айресу. Мы идем сейчас в сторону самого, возможно, дорогого района здесь, в столице Аргентины, Пуэрто-Мадуро. Он находится на отдельном острове. Все как Крестовский в Питере практически. И для того, чтобы туда переместиться, необходимо пройти еще несколько кварталов прямо, затем перейти мост, и начинается тот дорогой район. Вот я не знаю, тот небоскреб, который впереди виден, это уже тот район, о котором я говорю, или еще не тот район. Не знаю, честно говоря. Вот опять же на перекрестке находится полицейская госпожа. А это то, о чем я вам рассказывал. Машины не пропускают здесь пешеходов, даже на пешеходных переходах. Вот здесь пробка из автобусов. На что обратить внимание? Смотрите, автобус 132, автобус 132. Довольно часто здесь в Аргентине, по крайней мере в Буэнос-Айресе, можно заметить, что автобусы с одинаковыми, вот еще один 132, что автобусы с одинаковыми номерами едут просто друг за другом. Я не знаю, как это работает. Я старался смотреть, есть ли у них какая-то разница в том, куда они едут в маршрутах. Вроде нет. Ну так со стороны не видно. Абсолютно одинаковые номера. На каких-то маршрутах есть переизбыток, видимо. Вот такой вот магазинчик за моей спиной. Проходим, киоск называется. Ну, киоск — это не название магазина, это тип магазина. А вот еще одни офисные центры, пожалуйста. Смотрите, вот такие высокие небоскребы. А мы идем, пока нам горит белый цвет. Здесь разрешающий сигнал белый, а не зеленый. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас в самом центре такой бизнес-жизни Буэнос-Айреса. Небоскребы. Красивый закат, еще небоскребы. Смотрите. А вот это, пожалуйста, Луна-парк. Концертный зал с толпой народу. Видимо, там кто-то сегодня выступает. Просто обошли этот концертный зал и смотрите, что перед нами открылось и закрылось одновременно деревом. Это какое-то прекрасное, красивое здание в викторианском стиле. Может быть, меня поправят более знающие. А мы на эту сторону. Вот здесь ЖД переезд. По карте это нарисована река. Технологический институт, кстати. Привет питерской техноложке. Я не понимаю, где река? Геля, где река? Реки нет. Да? Хорошо, Геля говорит впереди. Может быть, за этим красивым красным зданием. Так, сначала налево, направо посмотрели, ничего нету, да? Поэтому переходим спокойненько. Так, и вот я вижу надпись Google. Смотрите, если в то оконце заглянуть, то там надпись Google. А мы тем временем проходим какие-то не самые лицеприятные дома, но с красивым небом на фоне. А затем мы поворачиваем. Вау, Саус, да? Кауч. Саус или кауч? This is couch? Каусе. Окей. All meat. All meat, only meat. Only meat. Okay. No grains. Grain no. Only greens. Eat only greens. За вот этим поворотом должна открыться что-то экстравагантное. О-хо-хо-хо. Вот это меньше всего ожидал увидеть. Это док, да? Нет, это кран, который стоит обычно в доке. И что он здесь делает? На той стороне еще много небоскребов. Видимо, тоже офисные сооружения. Или там уже как раз жилые дома. Сложно сказать. Но вот на той стороне снова стоят краны. Видимо, здесь раньше был док. Здесь, может быть, ремонтировали корабли, может быть, грузили что-то. Какой-то корабль стоит, жиденький.
Вот река под названием Дике. Не знаю, куда ставится ударение, Дике или Дике. Геля, Дике или Дике? Дикпики. Тебе когда последний раз присылали дикпик? Очень давно. Я же тебе вчера слал. Ой, ты ой, что, чё, не тебе? Ну, я полагаю, что в эту прогулку мы на ту сторону не пойдем, Почему да? вот женщин, ты, кстати, знаешь? Почему? Потому что на той стороне, я не знаю, на какой именно, на правой или на левой, большинство улиц названы в честь женщин. И поэтому это мост женщины. А еще местные жители говорят, что напоминает танго, танец танго. Мужчина и женщина. Здесь вот полицейское отделение, и они смотрят, следят за камерами, мониторят. А вот я не знаю, видно на камере или нет, но здесь натянута леска, такая сетка вдоль стен, стоит охранник. Это для того, чтобы люди не подбегали и не срывали чего-нибудь просто вот так бам и взяли со стола. В Бразилии, да и возможно здесь, я знаю, что в машинах не во всех районах можно ехать, держать телефон в руках, потому что к вам могут проезжающие мимо или проходящие мимо люди просто втянуться точнее, руками в ваше окно и забрать у вас телефон из рук. Обычно водители знают об этом и предупреждают, когда можно, когда нельзя, но нужно быть самим начеку. Вот смотрите, какая там концентрация небоскребов. Вау! Что это тебе напоминает? Что-что? Москва Сити. Да ладно, реально. Похоже. Москва-Сити. Мне кажется, в Москве-Сити меньше небоскребов, чем здесь. Да. Более компактная версия московского такого же пространства с небоскребами. Но достаточно красиво выглядит. Как тебе вообще вид вечерней набережной? Симпатично. На Москву похоже чем-то? У вас там есть такая же набережная, где храм, вот Христа, где Министерство обороны. Ну, не совсем, наверное, нет. Нет, не могу сравнить. Москва-Сити, да, похоже, а так чувствуется, что это чужбина. Множество просто прекрасных заведений на этой улочке. Но они все не то, что мы ищем. А что мы ищем? Ламповую кофейню. Проходим дальше по этой набережной. Здесь какое-то тусе с диджеем, да? Там был живой диджей. Да, девушка. Здесь уже резко потише, резко меньше народу. Go, Johnny, go, I say go. Go, Johnny, go, go, go. Johnny, go. Mama told me someday you'll be a man and you'll be the leader of a big old band. Oh man, people coming from miles around. Hear you playing music when the sun. Заходим за кофе в место, где мороженое. Что-то десертов мало. Ола. Берем килограмм мороженого. Это сорбет. Слишком сладкий, на мой взгляд, но прикольный, вкусный. Ты что думаешь? Наша вечерняя прогулка подходит к концу, да? Смотри, какая вода мутная. Какая мутная вода. Не видно, но вот там вот, где свет падает, просто темно-зеленая мутная вода. Это что такое? Это какой-то выступающий объект. Это арт-объект, это, я думаю, инсталляция, а не перформанс. Я думаю, кринж. Мост почти как в Кронштадте шатается, кстати. Круто, веретено. Геля хороший очень вкус на фотографиях. Только сейчас, перейдя вот этот мост, который называется Женским в Буэнос-Айресе, мы оказались в самом дорогом районе Пуэрто-Мадуро. Здесь также клубы, играет музыка, какой-то техно, вон там вдалеке летают самолеты, ездят люди на великах.
Но мы на самом... Деля, как всегда, права. Но мы сейчас на самом краешке. Здесь только начало этого прекрасного, наверное, возможно, района. Какая-то закрытая вечериночка здесь проходит, похожая на отмечание свадьбы, возможно. Итак, уходим мы из этой хипстерной зоны, которая совсем недавно, видимо, превратилась в такую, потому что до этого здесь стояли вот такие краны, здесь были доки и, видимо, заводы, которые сейчас переделали под арт-пространство. Это, видимо, всемирный тренд так делать. Пожалуйста, Новая Голландия была тюрьмой, стала общественным пространством. Некоторые заведения уже закрываются. Полицейский вертолет вот так вот низко идет, громко звучит. А тем временем на этой прекрасной ноте наша вечерняя прогулка подходит к концу. Сейчас мы будем ловить таксон, ехать домой и есть щи. Это было просто видео с вечерним Буэнос-Айресом. Немного заката, немного прогулки, архитектуры, всего по чуть-чуть. Мы просто вышли погулять из нашего дома по нашему же району.